Я подготовил для вас топ-5 жутких видео с заброшенных мест, которые ввергли меня в ужас. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Двое блогеров, изучающих феномен ЭГФ, пришли на заброшенное кладбище, чтобы выбрать место для проведения своего сеанса. Идя вглубь кладбища, они увидели разбросанные чьи-то вещи, что вызвало неподдельный интерес. Мужчины достаточно долго задержались на том месте, пытаясь понять, кто их тут оставил. Наконец, найдя разрушенную могилу, они расставили камеры, включили свой прибор и начали задавать вопросы потустороннему миру. На одном из эпизодов камера, снимающая кладбище, засняла странный силуэт, который что-то делал на могиле в просвете между деревьями. Что это сняла камера, и реально ли то был человек или потусторонняя сущность, так и не удалось выяснить. Но ребята никак не отреагировали на видео. Вероятнее всего, они просто ничего не услышали, а этот эпизод увидели только во время монтажа. Офигеть! Ребята, мне не по себе, а сегодня пятница 13, у меня мурашки по коже. Как вы думаете, это какой-то человек убирается на могиле, или это какая-то потусторонняя сущность, которая пришла к нам? На этом видео двое мужчин отправились в лес, чтобы провести там время. Один из них заметил сзади какое-то движение и предположил, что кто-то идет за ними, так как сзади на опушке деревня, и, возможно, их кто-то увидел из местных жителей. Побродив по лесу некоторое время, мужчины разжигают костер, чтобы немножко согреться. На видео видно, что они спокойно разговаривают, возможно, ведут онлайн-трансляцию, но иногда оборачиваются. Вероятнее всего, что-то слышат или замечают. Но в какой-то момент жуткий неадекватный крик заставляет ребят в ужасе подскочить и затушить костер, после чего видео прерывается. В следующем эпизоде они в ужасе рассказывают, что это местный сумасшедший их преследовал, после чего покидают лес. Не хочется никуда расходиться, потому что, как-то не по себе, а надо. Надеемся, что все будет хорошо. Смотри, таблеток хватит еще буквально на минут 20. И я думаю, что как раз мы так подогреемся, чуть подзарядимся энергией, и можно уже отправляться за приключением. Да. Слышал? Туши нахуй! Кто-то идет, блядь, по дороге, там тропинка, туши давай. Туши, да тури, туши, блядь. Все. Тихо. Как вы думаете, парням что-то угрожало? И правильно ли они поступили, что убежали оттуда? Пишите ваши предположения в комментарии. В этом видео двое искателей паранормального глубокой ночью отправились на заброшенное кладбище, чтобы поставить скрытые камеры и постараться записать проявление потустороннего. Оставив камеры ночного видения, мужчины разместились за столиком у могилы, где рассказывали разные истории из своей жизни, общались о разном и шутили. Но неожиданно один из них услышал какой-то звук, после чего мы можем наблюдать уже видео с камеры ночного видения, где в конце тропинки камера засняла какой-то силуэт, возможно, существа или человека, который вроде как раскапал могилу или что-то делал на ней. В конце парни, видимо, успешно забрав камеры, решили покидать это жуткое место, но идя по дороге, один из них замечает что-то сзади. После чего начинает очень быстро убегать. Что там было, камера не успела записать, но тем не менее эмоции говорят, что сзади было что-то ужасное.
Так, ребята, забрали камеру, короче. Идем назад, уходим отсюда. Постоянно кажется какие-то шаги. Смотри, блядь! Что он мог увидеть? Неправильно ли он сделал, что убежал? Пишите ваши предположения в комментарии. В этом видео исследователь паранормального отправился в дождливую погоду на заброшенное кладбище, чтобы оставить камеру ночного видения на центральной тропинке в надежде заснять сущность, либо человека. По пути он встречает догорающую лампадку, которую кто-то оставил на могиле. Мы можем видеть, как парень нервничает и, чтобы не было так страшно, записывает себя на видео, присев за столик у заброшенной могилы. Он постоянно оглядывается, так как шум дождя напоминает ему чьи-то шаги. Рассказ о жуткой судьбе этого кладбища прерывает какой-то шум вдалеке, после чего видео прерывается. Далее начинается съемка с видеокамеры ночного видения, которая записывает странный силуэт человека, который убирается на могиле. Через некоторое время этот странный человек уходит. Что это за странный человек и почему он там бродил ночью, неизвестно. Но все же хорошо, что исследователь не встретился с ним лично. А также заметили... На этом видео, идущий по узким тропинкам кладбища, мужчина замечает шумы и чье-то присутствие. Включив инфракрасный фонарь и камеру ночного видения, он решает затаиться недалеко от тропинки, чтобы заснять того, кто по ней идет в его сторону. Спрятавшись за деревом, он пытается высветить того, кто приближается к перекрестку дорог. Мы можем слышать жуткое дыхание человека, который, скорее всего, смертельно болен. Неожиданно фонарь выхватывает фигуру скорбленного человека, который уходит дальше и, зайдя в оградку могилы, что-то берет там. По дыханию парня видно, что он не ожидал такого и сейчас находится в шоковом состоянии, боясь пошевелиться. Человек возвращается на тропинку, и в какой-то момент мы можем отчетливо увидеть на несколько секунд, что это старая горбатая бабка. Там где-то мои камеры. Меня, надеюсь, не видно и не слышно. Ебать, смотрите. Смотрите. Кто-то идет, ребята. Видите, идет, смотрите. Ближе боюсь подходить, потому что, наверное, меня будет слышно. Смотрите. Видите? Какая-то старуха или что это? Какая-то горбатая. И она что-то там делает, смотрите, возле могилы. Смотрите, вперед, что-то. Вперед несет, смотрите. Ебать. Идет ко мне. Я надеюсь, он не придет в мою сторону. У меня уже руки даже. Смотри.
Старая бабка. Видимо, потеряв старуху из виду, он пытается за ней проследить и на одном из поворотов догоняет ее и следует сзади, высвечивая жуткий силуэт, идущий вглубь кладбища. Но тут происходит самое жуткое. Не заметив ветку, он наступает на нее, после чего идущая впереди старуха резко оборачивается, показывая свое мертвецки бледное лицо. Смотрите, кто идет, я сзади постараюсь проследить. Это та самая бабка. Она идет куда-то в глубину. Смотрите, смотрите. Надеюсь, она меня не видит. Я с фонарем инфракрасным. Видите? Видите? Блядь! Блядь! Ёбаный нахуй! Вы видели, блядь? У него лица нет нихуя! Сука! Как вы думаете, что может человек делать поздней ночью на кладбище? И как бы вы поступили, если бы увидели такую старуху лично